Нифига себе. Тебе. Ты крутой, что ли? Тебя показывать можно? Привет еще раз. Как тебя зовут? Меня зовут Мирсаид. Мирсаид, очень приятно. Ты сказал, что ты был в Китае. Да. А сколько тебе лет? 13. И ты в 13 лет уже много где был и много что видел. Да. Где тачки лучше? Где самые классные тачки? Самый классный тачки. Это германский. Допустим, BMW или Mercedes это самый лучший. Кирилл, что ты снимаешь? Вот ты себе какую бы машину купил, будь у тебя 100 тысяч долларов? Я бы купил Nissan L9. Так Мерседес или Лисян? Вот на чем бы ты подъехал к школе? На выпускной на свой там, на 9 класс? На Лисяне или на Мерседесе, на GL? Nissan. Это интересно. Ребятушки, салам алейкум, как говорится, приветствуем вас в Узбекистане. У нас уже было 2 выпуска из этой прекрасной страны. Мы снимали для вас цены в Узбекистане, а также скоростной поезд в Узбекистане. Здесь такой есть, он ходит по маршруту Ташкент, Самарканд, Бухара, Карши. Рекомендуем прокатиться, очень интересный маршрут. Но сегодня, ребятушки, вот внимание, прошу обратить внимание на поток. Мы с вами поговорим об автомобилях в Узбекистане. И вот это был хороший момент, да. Проехал новенький китайский BYD. Так вот, стандартная парковка в Ташкенте. Chevrolet, ну и тут Volkswagen как-то затесался. Все потому, что с 1996 года в Узбекистане работает совместное предприятие с американской компанией General Motors. И компания UZ Auto Motors, современное название этой компании, выпускает 8, до недавнего времени, сейчас уже 6, автомобилей под маркой Chevrolet. Chevrolet Lachetti, Chevrolet Cobalt, Tracker, Onix и Damas. Раньше еще выпускали Spark и легендарную Nexia, но их с недавнего времени сняли с производства. Так вот, 70% автопарка Узбекистана — это вот эти вот автомобили. До недавнего времени. Буквально за пару лет ситуация очень сильно поменялась. Прошу сюда. Смотри, логистика. Осторожно, низкий потолок капает. Так вот, ребятки, прошло всего 2 года с момента нашего визита в Узбекистан, и в стране резко появились несколько салонов китайских автомобилей. И такая же ситуация с автобусами. Вот проехал китайский автобус, а также грузовиками и спецтехникой. Сегодня, ребятки, посмотрим, как обстоят дела на авторынке Узбекистана. Какие цены, есть ли какая-то выгода, вдруг как-то можно недорого привезти автомобиль отсюда в другие страны СНГ. Посмотрим, что к чему. Обзор, поехали. Как дела? Хорошо. А вы с универа? Со школы. А вы в каком классе? 11-м. Парни, главный вопрос. Какие сейчас самые крутые тачки в Узбекистане? Джентра? Ну, если с Chevrolet... Джентра, Chevrolet. Представьте, у вас 200 тысяч долларов у каждого. Какую бы тачку купили, чтобы приехать на выпускной? Наверное, Nexus. Нет, камон, подожди, 200 тысяч долларов. Мерседес. Немецкий. BMW X5, немецкий. Да. 911. Porsche, немецкий. Измени, Верми, да? Немецкий Mercedes. А ты? BMW. Так, а китайские машины? Если там цену сравнить, тогда ли? Да. А если вот не ограничены по цене? Ну тогда, конечно же, Porsche. Все равно Porsche. Всё равно Porsche. Не китайскую машину. Почему? А зачем? Это все-таки Им бренд нельзя решает доверять. роль, поэтому... Бренд решает роль. Да. Вот все-таки вот, чтобы одноклассники сказали: о, Да. немецкая машина или китайская? Немецкая все-таки. Спасибо, удачи. Подожди, еще у меня вопрос. Дружище, вот ты остался, вот мы тебе вопрос зададим. Школьники кем хотят сейчас стать? Многие в IT хотят, программирование. Ты кем хочешь стать? А я дипломатом хочу стать. Дипломатом? Да. Электрик, сантехник, водопроводчик, инженер, хоть кто-нибудь хочет вот на нормальной работе Не, работать? у меня есть товарищ хороший, друг мой. Да. Он врачом хочет стать, лор-врачом. Один. Да. А один. остальные, вот ребята пошли. А вот кто кем хочет быть? Вот они, скорее всего, они тоже программисты. Кто вот это будет ремонтировать? Кто? У молодежи нет желания ремонтировать это все. А кто это будет делать? Поживем, увидим, Да. Разберемся, да. Ладно, все, будь здоров. Все, спасибо, хорошего дня, спасибо. О чем мы говорили? Узбекский плов, ребятушки. Ну а какой в Узбекистане плов, это уж, так сказать, отдельный разговор. Кстати, если вы вдруг, а мы вам очень рекомендуем, задумаете покушать узбекский плов в Узбекистане, сервис покупки билетов Aviasales, прямые рейсы почти каждый день из Москвы, Питера, Казани, Новосибирска, даже Владивостока, ну и многих других городов, имейте в виду. Продолжаем. О-хо-хо-хо, видал? Едем встречаться с нашим экспертом, вызвали такси. И приедет сейчас, кстати, китайская машина. Ого, это клевая машина. Это бизнес-класс, это самое дорогое, что есть сейчас в Узбекистане. Ага.
Зарядочка лежит, значит электро. Здрасте вам. Можно ли полюбопытствовать? Как вам китайское такси? Хороший. Ну вот мы сейчас... Расходов нету. В смысле, вообще расходов нету? Нету. Для меня расход нету, потому что у меня дома заряжается все. Ну, а электричество же денег стоит. Ну, мало денег стоит, чем это заправка. Это у вас автопарка или вы сами купили? Я сам купил. Сколько проехали на ней? Я уже 15 тысяч. И как? Нормально. Да вот коллеги, таксисты, вы же, наверное, общаетесь, что говорят? Которые на «Шевроле» продолжают ездить. Жалуются, потому что бензин дорого стало. Метан заправки нету, газа нету. Вот один мой таксист есть, на Малибу 2 ездит. Он говорит, в день 400 тысяч расходов. А ценник, не вспомните, за сколько брали? 35 тысяч долларов. А это официальная уже поставка? Да? То есть BYD официально продается в Узбекистане? В двух словах, вы довольны? Да. Я доволен. И если бы сейчас покупали, тоже бы китайскую взяли? Довольны доходом в такси? Абсолютно доволен. Вы первый человек, первый таксист, который доволен доходом в такси. В день я миллион зарабатываю. Чисто домой с миллионом хожу. У меня электромобиль. Все, расходов нету. Прям на ноль. А как вас зовут, если не секрет? Сроджидин. Очень приятно. Едем. Вот так вот. А, что, приехали? Так, оплата наличными. За рюкзаком? Давай, иди. Кирилл. Приветики, мы снова с хорошими, да какой там с хорошими, с отличными новостями. С одной стороны, вроде бюджетный смартфон, но с другой стороны, топовая камера и мощный процессор. Новый Realme C67. Что интересного? Самое интересное здесь это камера 108 мегапикселей и трехкратный внутрисенсорный зум. А ну-ка, фотки сразу, будьте добры. Внутрисенсорный зум лучше цифрового. Цифровой основан на обрезке изображения, при этом часть пикселей теряется, а внутрисенсорный использует 12 миллионов пикселей в центре матрицы, чтобы сделать снимок без потерь. Кстати, этот зум работает и в портретном режиме, фон получается более размытый, а объект четче. А еще у C67 мощная начинка. Вот все спеки. Также неплохой экран, мощный аккумулятор на 5000 мАч, быстрая зарядка в комплекте и защита по стандарту IP54. И все это, внимание, дешевле 20 тысяч рублей. Ну, по крайней мере сейчас. Ссылочка внизу, рекомендуем ознакомиться, что к чему. Продолжаем. Давайте так, чтобы наверняка. Я думаю, что за это вы точно его почините. Верно? Окей? Это вам на всякий случай, если что-то там найдется. Царапина какая-нибудь. Норм? Все довольны? Точно? Ну, за это вы точно новое зеркало поставите, и что останется. Вам, удачи вам. Еще раз спасибо, счастливо. BYD, офигеть, ни одной царапины, этого зеркало снесло. Ты виноват. Почему? Ты вышел, открыв дверь, не посмотрев. В любом случае, он точно не виноват. Он ехал по своей полосе. Он едет со скоростью 60 км/ч. Метр до момента, когда откроется дверь. Мойка. Сколько мойка стоит? 40 тысяч мойка кузова, комплекс стоит 70 тысяч. Какая-то супер популярная мойка. Тут вообще весь Ташкент моется. Да, ребятки, спасибо, что посмотрели. Специальная ссылка внизу. Идем в салон Luxury Cars. Там нас ждет. Вот Luxury Cars, да. Вот заправка. Сколько бензин стоит? 880, что-то я не знаю, подожди, это 85 тысяч. Такие суммы, вот эти миллионы, все осторожно, машину сзади считать. Простите, сколько бензин стоит? Пятый. Салям алейкум, бензин стоит. Какой именно? Ну вот Какой марки? пятый. 95-й у нас 14 тысяч. А говорят, что бензин очень дорогой, и все переходят на электромобили. Есть такое? Есть, ну, можно так, да, сказать. Если не секрет, у вас какая машина? У меня тоже электромобиль недавно купил. Да ладно. А эта заправка, она как-то... Вы имеете к ней отношение? Да, я тут работаю. А что думаете о китайских машинах? Я не знаю, вот недавно купил, дня 3-4 назад. А почем машину брали? Если в суммах 384 миллиона 145 тысяч. Вы деньги вообще в чемоданах носите или в чем? Вот эти вот А пачки. вы сами не местные? Ну мы с Москвы, ну мы... России? Да. Ладно, еще раз. Все, всего доброго. Спасибо большое, спасибо. Ага, Luxury Motors. Салям алейкум.
дела, ребят? Хорошо, как дела? Нашли, как Мы доехали? прям сразу, видишь, работаем. Как твое имя правильно произносится? Шерзот. Шерзот, ребятки, Шерзот. Это человек, который понимает в автомобилях, свой YouTube-канал и не только. Автоблог именно узконаправленный. Assalomu alaykum, hurmatli Choynakning Qopqog'i kanalining muxlislari. Retro avtomobilda bunaqa dinamika bo'lishi, texnik xarakteristikalar, salon, dizaynni hisobga oladigan bo'lsak, bu avtomobilning narxiga 100% arziydi. Кофта у тебя крутая. С BMW, между прочим. Не BYD. Куда мы сейчас идем? У нас сегодня в шоу-программе дешевое, недорогое. Пример может послужить мой сверчок Spark. У меня вообще Voya Free, но он сейчас на оклейке, так как я хочу поменять цвет, вот примерно на вот такой вот. Но мы это тоже глянем обязательно. Хорошо. Кстати, знаешь, сколько стоит сейчас сверчок? Из-за того, что его сняли с производства, он дорогой, блин. Я его купил за 7000, он 2014 года, бро. Ему 10 уже лет. Это комп такой бортовой? Да. Прикольно. И спидометр, и тахометр в одном лице. Ну, это твоя вторая машина, не Это основная. костыль, грубо говоря, которым я сейчас заменяю свой Voya Free. За сколько взял? Я очень долго думал, что взять. Взял его за 46 тысяч. Почему именно его? В этом сегменте за эти деньги нету ни у кого пневмы, раз. Нету ни у кого адаптивных матричных фар, это 2. Хорошего, просторного, для моего роста, как ты видишь, 1,90 м, да. салона, это 3. Это гибрид, это 4. Еще плюс люк. Ну, все прибамбасы в нем есть. Тот же самый Ли 7, который напрямую конкурирует с ним, он Да. стоит на 15-20 тысяч дороже, как минимум, если ты сам его с Китая привезешь. Немножечко о себе. Ты по образованию... Магистр макроэкономических наук. Я отпахал 6 лет вуза, 4 года бакалавриат, 2 года магистратуры, но ни дня не проработал по своей специальности. Много чего попробовал, пока не нашел себя, но нашел себя именно в блогинге. Вот так. 5 лет назад, да. Как ты к этому пришел? Я всегда брал пример с русского рынка, с рынка России. Почему? Потому что с разрывом в 3-5 лет у нас всегда происходит практически то же самое. Я вижу, блогинг очень сильно развивается. Я думаю, надо туда. Это X5. У нас, кстати, официально представлен BMW. Но подожди, у тебя такое серьезное образование. Да. Ты же мог пойти бы в какую-нибудь компанию работать, на какую-то должность, соцпакет, страховка, вот хорошая А зарплата. я зарабатываю больше, чем соцпакет и страховка, братан. Зачем? Ну, разные ведь есть примеры. Кто-то снимает и зарабатывает. Ну, там, кому-то везет, кому-то нет. Тысячу. Мне, альхамдулилля, повезло. Что Но это не везет, это труд, это Это стратегия, труд, да, это да. труд, это какое-то вот планирование. Я зарабатываю на рекламе. Все. То есть YouTube. только на рекламе компаний из Узбекистана. Да. То есть ты грамотно ко всему подходишь, Стараюсь. обдуманно. Стараюсь. Все-таки образование тебе твое помогает. Конечно, бро. Вот. Тот, кто говорит, что Вот. без образования можно достичь всего, там, я не знаю, да, есть примеры, но преобладающее количество успешных людей, согласись, они с образованием, с жизненным опытом. Аудитория у тебя, ты смотрел распределение, кто тебя смотрит? У меня блог, бро, узбекоязычный. У тебя, да, я обратил Исключительно внимание. узбекоязычный. Это редкость, кстати. Почему? Потому что я не вижу на рынке качественного, хорошего контента. Я хочу его делать, чтобы люди получали что-то полезное от меня. Я не делаю развлекалово, я делаю полезный контент. Вернемся к автомобилям. Наша тема. Что мы видим на дорогах? Шевроле, 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 Шевроле. Но китайских машин Все раз. больше и больше. Я на первую электричку свою снял обзор на автополигоне Южный. Это Советский Союз еще построил. Предыстория. Они испытывали автомобили «Лада» в арабской пустыне и тратили на это огромные деньги. Потом поняли, что под Ташкентом есть такие же климатические условия. Начали строить тут автополигон Южный. А он действует сейчас? А он есть. А можно приехать туда покататься? Да, без проблем. А это официально? То есть, Нет, со мной можно. Кстати, обрати внимание на камеру. Да. Это радар по городу Ташкент диаметром около 25-30 километров. 186 таких камер. Дали волю предпринимателям, чтобы те покупали места для установки радаров. В смысле? Да, у серьезно? государства. А как штрафы распределяются? 50% забирает себе предприниматель, 50% государство распределяет на разные бюджеты. Городской, республиканский. На самом деле это очень сильно воспитало наших водителей. Да. Беспредел был бешеный. Это был, Беспредел был. это был зоопарк, а не дорога. Сейчас автомобилисты очень сильно воспитались рублем. Штрафы большие? $30 за красный, $50 за пользование мобильником. Если ты наступишь на разделительную сплошную, это $10. Что-то такое в районе Нифига этого. себе.
Вот перед нами едет G-Tour. Они бешеные продажи у них были. 22-й, 23-й год продавали бешено. Но сейчас именно эта модель перестала продаваться. Почему? У нас очень специфический рынок. У нас очень трудно угодить клиенту. И у нас очень легко измазать репутацию в грязи. Очень. Что же не сделали То такое? есть, например, хватает пары постов, там, бенгеров в Инстаграме или в Ютубе. Все, То есть настолько сильное влияние медиа. да. А мы подъезжаем уже. Да? Это китайские машины стоят. Это, да, китайские грузовички. Кстати, смотри, мы подъехали к BYD, здесь зарядный хаб. Это быстрая зарядка. Это все fast charge, это здесь трехфазный, от 60 до 200 с чем-то киловатт. А мы сегодня ехали с таксистом, он сказал, я дома заряжаю. Почти Я бесплатно. тоже дома заряжаю. Да? Да. Каждые 100 километров это $5 для меня. Ого! Да. Здрасте еще раз. Можно вас еще раз? Меня зовут Тимур. Ага, очень приятно. Тимур Раджабов. Я из пресс-службы «Узавтомоторс», «Узавтосама». То есть вы работаете в той самой серьезной компании, которая отвечает вот за вот... Получается так. Добро пожаловать в Узбекистан, добро Вот. пожаловать. Огромное спасибо, да. Вот ситуация резко поменялась на рынке. Стало много китайских автомобилей. Но это же, получается, ваш конкурент. Почему? Ну, Нет? например, BYD, оно тоже относится к подразделению «Узавтосаната». Мы единственный, кто строим завод в Джизаке по сборке автомобилей BYD, то есть они будут собираться здесь уже. BYD будет в Узбекистане. Естественно, это первый завод в Средней Азии, который Обалдеть. по электромобилям BYD. А ну вы не боитесь, что BYD вот составит конкуренцию там, вашим же автомобилям? Chevrolet? Есть здоровая конкуренция, мы всегда рады новым игрокам. Так приятно слушать вот эти адекватные слова, хоть где-то. Здорово. Это самый большой автосалон. Красная дорожка. Да. Что мы видим? Самый топ, самое дорогое, давай с этого начнем. Это моя любимая тема, это BYD Han. Ну, это седан, а там вот стоит седан. какой-то CV. Идем. Самая низкая цена на BYD Chazor. Это гибрид в районе 300 с чем-то миллионов. 25-27 тысяч долларов. А когда завод построят, дешевле будет? I hope so. Кстати, он не только на русском, он еще и на узбекском. Голосовой ассистент. Все сделано на узбекском. Даже голосовой на узбекском. Да. Самый популярный автомобиль на данный момент. Цены начинались когда-то от 40 с лишним тысяч долларов. Сейчас это 32 тысячи долларов. Это как это так? В связи с чем? Китайцы сильно демпингуют. Кстати, можем показать сервис. Здесь очень хороший большой сервис. Можем зайти? Идем? Да, О, конечно. давайте. Для тебя всегда можно, бро. Кстати, я встретил BYD Han 200 тысяч километров пробега. Я охренел просто увидел. Спасибо. Красиво тут. А когда открылся салон? 5 месяцев или 6 месяцев назад. Совсем новый, да? Совсем новый, да. Здесь больше 4000 квадратных метров сервиса. Так а что у вас тут люди-то делают, если обслуживать нечего? Единственный момент по обслуживанию – это замена редукторного масла и фильтров. Это если электричка, все верно. Самый неприбыльный сервисный бизнес для электричек. Не ломается еще. А у вас на Мерседес висит? А это, то есть, вам можно не только BYD привезти? Да, все верно. Мерседес, А можно? Конечно. Это же батарея снята. Да, да. А что делают здесь? Пытаются продиагностировать, у него было короткое замыкание, и машина просто встала. Вот такое тоже бывает, да? Ну, пару плат. Сгорело. Сгорели, да. Пытаемся выявить причину, а потом уже будем. Но опять же, минус того, что человек купил серый автомобиль. Это серая машина. По-любому, потому что официальный представитель в Узбекистане не продавал эту модель. Как думаете, сколько ремонта пойдется? Есть уже какое-то понимание? Пока нет. Пока только диагностика. Еще пока непонятно, что делать, да? А номер красивого сколько стоит купить? А у нас все официально, у нас все через аукцион. То Хоть есть ты, где-то все нормально сделано. да, ты заходишь на сайт аукциона, выбираешь себе номер, регистрируешься. Любые маломальски ценные номера уходят на аукцион. А это ваш проект, вот этот вот? А государственный даже? Уже цена 20 тысяч долларов. Вот это. 227 миллионов. Да. Вот сейчас еще, и даже игра не началась, через 4 часа. А еще будут повышать. Интересно. Рекорд 80 тысяч долларов. Ого. 01 Ташкентский регион, 3 семерки, 3R. Был продан за 80 тысяч долларов. А что тут такое там делают? Это инфракрасная лампа, она прогревает лакокрасочное покрытие, потому что есть на покрытии водный камень, его просто так полировкой не уберешь. Это уже мой профиль. Я Если сказал Инстаграм тебе, заблокирует, ты без работы не останешься. у меня Ты всё знаешь. свой детейлинг-сервис, так что я это все знаю. Брат, его надо чуть-чуть прогреть, и тогда водный камень можно будет полировкой просто легко убрать. Заедем еще в «Шевроле», посмотрим. Let's go. Классика, как работает. Let's go, классика. let's Да? go. Спасибо вам большое.
Ты заведенный его оставил? Да. Насколько безопасно так делать? Это абсолютно безопасно, просто у меня привычка из-под электромобиля, это же его не... Вот этого же нет. Тачка стояла час открытая и заведенная? Да, прикинь. Насколько безопасно в Я Узбекистане? тебе говорю, в такими вещами заниматься? Узбекистане кражи это большая, огромная редкость, потому что законодательно она очень строго наказывается. Кража автомобиля вплоть до 20 лет лишения свободы. Куда едем? Едем «Шевроле». Вот такой вот там. Да, такой тоже будет обязательно. Прикинь, у нас такая ситуация на рынке, что в автосалоне он стоит 13 тысяч долларов, на рынке он стоит 17. Автопроизводитель не может обеспечить потребность. Вот модель Кобальт в конце года открыли контрактацию. Сделали, Такое слово я тоже встречал. да, было продано порядка 70 или 80 тысяч автомобилей и 50% предоплата. А ограничения есть на количество покупаемых Да, машин? чтобы урегулировать эту ситуацию и вывести оттуда спекулянтов, ставят ограничение, чтобы не больше одного автомобиля на одно физлицо. Тут у вас все больше и больше порядка. Ну, пытаемся. Вот какую тему мы не поднимем, везде вот какой-то Да, какой-то порядок, движ в порядок, этом плане порядок. есть, да. Пытаемся, по крайней мере. Ну, если тебя остановили за превышение, Ага. со штрафом едешь или можно уехать? Смотри, за превышение уже не останавливают. Это фиксируется только автоматическими системами. Уже все реже получается договориться. Все реже. Да, потому что люди перевоспитываются. То есть соблюдение ПДД все больше и больше встречается, чем несоблюдение, давай скажем так. Видишь, пешеход пробегает на красный, и то его пропускают. Хулиган. Даже Есть. мусор вот убран. Не валяется, прям все под милей, хотя мы не в центре. Да. Далеко уже отъехали. Да. Ух ты! Ну, вот такой вот трейдинг-центр. Здесь и сервис, и автосалон, и все здесь в одном, как говорится. Это лице. Chevrolet Официал. Официал. Здравствуйте. Ким Султан. Ну, Очень приятно. Приятно познакомиться. Если я прямо сейчас хочу купить вот Лачетти, он есть в наличии? Если ты привезешь на трейдинг, Нет, просто купить. Нет у меня машины. нет, просто ты его здесь не купишь. Здесь именно под трейдинг все. А есть места, где можно просто купить? Да, на рынке. На рынке у участника. Да. В салоне новую машину не купить Нет, сейчас? а ее Лачетти? уже сняли с производства. Окей. Последняя партия. Вот, Кобальт или в что-то? феврале, наверное, отдадут. Да. Те, кто Контрактацию то, закрывал. что давали, да. А после этого уже все. Кобальт еще в этом году будет. Ну, нужно понимать, что Кобальт это народный автомобиль, Да. бюджетный. Вот и вас. Мы в нем нуждаемся. А вы нуждаетесь? Ну, Здравствуйте. потребители, я имею в виду. Здравствуйте, я на вас подписан. Покупаете машину или работаете здесь? работаю. Хорошо. Давайте. Благодарю. А что делаете? Продаете машины? Нет, я айтишник тут. Айтишник, тот самый, да? Хорошо, ладно, спасибо. Что сейчас вот прям можно купить, чтобы завтра уехать на машине? Вы можете приобрести у нас трекеры, вы можете приобрести у нас ониксы. Это завозные машины. Не-не, Оникс и трекер производятся здесь. Производится локализация Да. чуть ли не 90%. Вот это вот. Да. Эта машина сделана в Узбекистане. Да. И она в наличии, можно купить ее. Да. Что, хорошая машина? Да. И сколько он стоит? Он начинается от 230 миллионов сумм. Ага. Это примерно 19 тысяч долларов. Лада Гранта сколько стоит? Ну ладно, под миллион, наверное. Какие миллионы? А Давно сколько? не миллион. А вот тут. Сразу видно, не твой сегмент. Тут прям нормальная машина. Да, 1,2 литра, турбированный двигатель, очень динамичный. Так, а откуда? Крупноугловая сборка. Это тоже сделано в Узбекистане. А какие-то части? Собрано. Да. Сиденья тут отдельные. Сколько стоит? 95 тысяч долларов, по-моему. 1 миллиард 100 миллионов сумм. 1 миллион. А вам люди как деньги на машине привозят, в багажнике? Или там экскаватором? Перечисляют. Ну, у нас как А бы кэшем есть купюры приносят? номиналом Да. и 200 А. тысяч, как бы, и нормально. Да. Миллиард. Машина за миллиард. А люди вообще довольны в Узбекистане, что вот у них вот такая ситуация по автомобилям, что у них фактически там Давайте так. 8 основных моделей? Возьмем недовольную прослойку населения. Такие есть? Ну такие да, всегда те, есть. которые говорят, вот там границы там закрыты, автомобили у нас дорогие. Вы где-нибудь видели за 12 тысяч долларов автомобиль конкурентный Кобальту? В Казахстане Кобальт занимает первое место по количеству продаж. С их открытыми границами, с их мерсами там за копейки и так далее. Почему там люди берут? Если откроют границы, ситуация будет следующая. General Motors поймет, что в дорогом сегменте они не смогут конкурировать, поэтому они просто наценку сделают на бюджетный сегмент.
и кобальты подорожают, для обычных людей картина вообще не поменяется. Да, будет больше выбора у людей из сегмента там средний и выше. Там они могут себе позволить там всякие лантры, вместо Малибу, да, и так далее. Но для клиента, который ездит условно там на кобальте, который стоит 140 миллионов, а это примерно 12 тысяч долларов, Да. для него картина наоборот ухудшится. А таких большинство. У вас машины за 12 тысяч баксов? Кобальты стоят 12 тысяч долларов. Они начинаются от 10 тысяч. Spark и Nexia 3, как я тебе уже сказал, они сняты с производства. Самый недорогой это Кобальт. Он идет в двух, если не ошибаюсь, позициях. С механической и с автоматической КПП. И то, что я вам говорил, откроют границы, эта машина подорожает и все. То есть ей конкурента нету. Она от десятки за механику стоит. В Казахстане это номер 1 продажи. То есть я когда об этом узнал, я-то вырос в парадигме, что вот, там нас закрыли со всех сторон, кислород там не дают дышать, а потом мне говорят, что в Казахстане Кобальт продается больше всех. Я думаю, а почему? Хотя он там стоит в среднем на 2000 долларов дороже, чем у нас. Смотрите, с точки зрения интерьера, если смотреть, габаритов, она подпадает под C-класс. Да. Она очень просторная. Плюс в обслуживании очень дешевая машина. Сколько движок здесь? 1,5 атмосферный. 105 лошадей, шестиступка на автомате, гидротрансформатор очень хороший, очень надежный. Сколько ее ждать, если вот прямо сейчас деньги вам принести? На весь 24 год уже законтрактовали все. Блин, возможные авто. то есть новую от завода через салон не купить Уже в течение года? Да. То есть спрос превышает предложение в 3 раза. Построй еще один завод GM, Да. мы все равно не сможем утолить голод народа. А как вариант тогда? Или ждать больше года, или купить участника на рынке Да, у перекупа, Да. который купил новую машину и тут же ее продает, не ездил на ней? да. Сколько у них наценка? На Кобальте, по-моему, наценка начинается от 1000 долларов. Терпимо. В принципе, да. Поэтому и существуем мы. Не нужно ходить, продавать свой автомобиль, а потом соскребать деньги, ждать, пока откроется контрактация и стоять в очереди, либо и идти на рынок. Нет. Он приезжает к нам по официальной цене, как бы, и меняет новый автомобиль. Ожидание не связано с тем, что у нас закрытый рынок. Ожидание связано с тем, что альтернативы нету. Что люди действительно хотят его. Ну, конечно. В этом За суть. свои деньги он классный. У нас автомобиль, вы можете его купить за 12 тысяч долларов. Его купили, год-полтора проездили и можете продать за 14. То есть автомобиль здесь действительно как инвестиция. Выгодное вложение средств. Нет, только определенные модели, опять же. Вот Кобальт. Да. Да. И тем не менее есть еще люксовые автомобили. Есть, но они Есть. все равно теряют. Люкс посмотрим? Давай? Да. Давай. Ребятки, дальше. Welcome to Luxury Motors. Красиво. Это время Красиво. от времени мой обитель, где я снимаю. Например, GLE нового образца фейслифтинг 24-го модельного года. Он прибыл к нам в декабре. У нас есть хорошие контакты с Германией. Но таким же образом мы реэкспортируем автомобили в РФ. Вот, главный вопрос. Покупать такое напрямую где-то там в Москве и через вас. Какой есть профит? Считали деньги? Профит достаточно хороший, в районе 10-15% минимум. Ого. Гелик. Но таких машин немного на дорогах. Мы видели два гелика? Да ты шутишь, у нас полгорода на геликах катается, Серьезно? пол Ташкента на геликах, ты что? И я тебе скажу одно, Так. G500 нет вообще, 5% максимум, исключительно AMG G63. Любят, обожают G63, исключительно. Здесь у нас он продается что-то в районе 300 тысяч. У нас другие таможенные пошлины, сразу говорю. Ага. На экспорт она стоит 255, мне подсказывают оттуда. А здесь она стоит 300. У нас таможенная пошлина такая огромная. Да, бешеная просто. Тот же самый. Красавчик. Это же Карнивал. лимузин. Да, на котором хай-лимузин. Кей-поп звезды гоняют. Ребята, откроем. Очварилик. Правильно ли я понимаю, что это стоит новый Санта-Фе? Тот самый. Пока открывают, можем глянуть его. Кстати, он гибридный. Вот как надо открывать машину. Ух, тут место. А он трехрядный? Да, сильвупле. Хай-лимузин на бежевом салоне. Прикол в том, что ты можешь залезть и встать. Не наш с тобой брат высокий, но... Кореец может стать. Да. Ну, практически, да. Ну, ходить хотя бы по салону комфортно. Люди такое покупают? С удовольствием, конечно. У Ездят, нас да. большие семьи, я тебе сразу говорю. У нас, тем более, на него действовало до начала этого нынешнего 24 года очень хорошая льгота на ввоз данного автомобиля. Почему? Отели и туристические центры покупали для того, чтобы возить гостей. Соответственно, для развития туристической сферы можно было ввести его на льготной основе, не переплачивая таможенную пошлину вот эту вот огромную. Блин, всегда есть какие-то фишечки, за которыми нужно следить. Да. Кстати, были фишечки. Как в Беларуси с электромобилями. А у нас тоже с электромобилями
автомобилями есть фишечки? До Тебе сих не пор. рассказывали? До сих пор есть. В Беларуси да. потому закрыли, если не ошибаюсь, эту историю. У нас тоже пытаются. Так что я срочно в ноябре купил себе Voya Free. И теперь мы поворачиваем голову налево. Зачем ты к нам сегодня Зачем мы приехал? приехали в Узбекистан? Это Nexia. Это Nexia Сделано стандартная. здесь. Да. В 1997 году она собрана в Андижанском Асакинском заводе по производству автомобилей, в то время еще называемый УЗДУ Авто. Показывай. Показывай или еще чуть-чуть рассказать? Ну смотри, Так. я тебе специфику расскажу, почему вообще вот эта машина привлекла твое и вообще внимание зрителей. Потому что в Узбекистане до 2016, 17, 18, 19 годов вообще был один только производитель и однообразие автомобилей 3-4 моделей. Все. А Да люди даже- хотели как-то выделиться, люди хотели комфорт и вуаля. Ну, первый вопрос. Где это взяли? А- Хотели разнообразить? Мерседес-то же где-то взяли. Объединенные Арабские Эмираты близко, там есть карпарт, где ты можешь вырезать любую часть автомобиля, Всё которую понятно. тебе хочется. То есть это не взяли Не Мерседес, обязательно не раздербанили резать его. целый автомобиль. Это сделано в Узбекистане. Да, это сделано в Узбекистане Так. руками узбекских мастеров. Консоль от Mercedes-Benz C-класса 205 кузов вырезали весь, его как-то склеили, сделали, подогнали под салон Deo Nexia. Да он вообще как влитой стоит, Да. как родной. Да. Плюс сделали, как видишь, обшивку карт дверей, все подогнали именно детали из-под Мерседеса. То есть это все по запчастям он вез из Дубая. Тебе не нужно везти ничего из Дубая. То есть ты можешь просто сказать мастеру: давай закажем вот это. Ты заказываешь, там есть узбеки, ребята, которые тебе просто через карго отправят все, что тебе нужно. Ага. Ты это примешь, оплатишь, и все, тебе никуда не надо ездить для этого. Внутрянку купил. Да, все что угодно. Хочешь, кузов целый привезут. И сзади тоже. Да. Сиденье. Да, диванчик туда вместить вообще не проблема, перешить его. И, кстати, у Nexia не было никогда люка. От Chevrolet Malibu взяли и поставили люк. Сколько времени потратили на... Почти. Бриль кеткузян? 1,5 года, вот владелец подсказывает. Главный вопрос. Зачем? На тот момент, в 2019 году, купить C-класс в 205 кузове было нереально. И мотивация у человека была, когда я, с предыдущим владельцем, когда я общался, автомобиль остался от его дедушки. Он хотел сохранить автомобиль, но Nexia. да, не хотел терять к нему интереса, и поэтому сделал из него комфортный автомобиль, чтобы он... в итоге он его продал. Где логика, я не знаю, но, Да. как видишь. Кстати, интерьер — это не единственное изменение. Мы можем открыть капот и посмотреть, что под ним. Ну, места маловато. Бро, ты видишь, у нас владелец автомобиля не такой высокий и крупный парень. Подожди, а вы владелец? Да. Салям алейкум, да. Как вас зовут? За сколько вы это купили? Секрет? Не секрет? Это Ну, можно сказать, примерно хотя бы. А? УЕ. Да. У нас все говорится в долларах, Да. потому что у нас инфляция очень резкая, Да. курс непредсказуемый, поэтому лучше разговаривать в УЕ. Людей сзади вы катаете? Нет, не помещается. Хорошо. Ну, довольно? Да? 1,6 литров 16-клапанный двигатель никогда не устанавливался в Nexia. Почему это было сделано? Потому что хотели сделать автоматическую коробку, и пришлось поставить именно этот двигатель. Подружить только мозги с рычагом, и все. Что и было сделано, на что и было потрачено время. Потому что Mercedes, как обычно, не любит чужую электронику, но узбекский мастер ее подружит по-любому. Вот все, что работает, вот даже переключение скорости, вот как на Мерседесе, прям вот. И медиа-дисплей, все, и дефлектора, Полностью по обдуву, все работает, да. Все подружено, все работает. Обычно люди приезжают куда-то показать, какая у них машина снаружи, а у вас наоборот получается. Да. Вас-то не смущает, что только вы видите эту красоту? Важнее внутренняя красота, чем наружная. Если вам из Москвы позвонят, скажут, продайте. Заманчивое предложение. Подумайте. Подумайте, да? А вывезти ее куда-то в другую страну? Да вообще не вопрос. Это можно сделать. Это легальный автомобиль, почему нет? Ты одновременно покупаешь и Mercedes, Да. и Deo. И Deo. Легенду внутри и легенду снаружи. Кнопочки там некоторые настроить, но все будет работать. Совет, может, какой-нибудь дашь еще? поводу чего? По покупке автомобиля. Всегда покупайте новый автомобиль. Он всегда лучше. Не, серьезно? Что еще? У меня такая логика всегда. Всегда покупать новый. БУ я стараюсь не покупать.
Ну, с удовольствием почитаем ваши комментарии. Спасибо тебе большое. Пожалуйста. Все ссылочки Всегда внизу. рад видеть вас. Увидимся. Пока.